Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад – события ближайшего будущего. Таро на неделю с 1 по 7 июля. Давайте узнаем, что нам расскажут карты на эту неделю. Это первая неделя второго месяца лета. Будем реалистами. Любой прогноз о личной истории вашей, увы, не передаст нам все то, что вы чувствуете или что у вас в деталях происходит. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и, глядя на метафору карт, какую-то свою историю, какое-то жизненное событие, вы просчитаете на пару шагов вперед. И мы зададим традиционные вопросы. Что важно знать? Что для вас будет в приоритете на эту неделю, по мнению карт? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? По основным сферам жизни: дело, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь. Что же важно знать? Куда-то не торопитесь. Вам буквально вот так между как будто обрывами нужно пройти. Как девушка нам показана по тонкой жердочке. Она, держа равновесие на цыпочках и не глядя вниз, вот в эту пропасть, она смотрит в книгу. Ей нужно пройти, соединить как будто прошлое, оставив его, тем не менее, позади, и отправиться в будущее. Какое-то дело вы должны сделать сами, совершить. И здесь буквально нам говорят: знание – сила. Мало что книга открытая, и как возможности какие-то. Вот чудесный свет нам показан. Не знаю, видно это для вас или нет, мелко прорисовано. Но зато видно лампочки, как гелевые шары, которые ей помогают удержать равновесие. Равновесие держать придется. Баланс какой-то внутренний, эмоциональный держать придется. И правда, ничего кроме правды. По этой карте мы хотим узнать истину, и мы ее находим. По этой карте мы собой не рискуем и никуда не спешим. Здесь будет важно правильно оценить информацию. Птица у нас кружится. И перепроверить, может быть, то или иное услышанную новость или какое-то событие, которое вам кто-либо рассказывает, или оценить какое-то предложение, которое к вам поступит. Поэтому быть внимательным. Неожиданности. Карта отшельника. В реальности самому себе не помешать с учетом этих двух карт. Карта отшельника – это не есть какие-то неожиданности, хотя для кого-то из вас это может означать, когда вы уединяетесь. Здесь может быть банально просто отдых. У кого-то банальнее еще проиграется: я уезжаю на дачу, вдали от суеты, от ненужных разговоров, от какой-то сутолоки, я буду просто отдыхать. То есть мы как будто отгораживаемся от внешнего мира. Вот есть такое значение по карте отшельник. Чтобы нам не мешали привести мысли в порядок, подумать о том, что для вас в этот период очень важно, что бы вы хотели осуществить. Я люблю эту карту за то, что действительно нам никто не мешает. Но с учетом все же пажа мечей. Есть какое-то дело ваше, стрельцы, которое вам нужно вот так аккуратно сделать, совершить, договориться, у каждого по-своему. Или оценить какое-то предложение, или оценить какую-то новость. Понимать четко, как я буду действовать. И быть готовым к тому, что в любой момент обстоятельства могут поменяться. Чему сейчас не время? Вам придется делать, может быть, выбор. Но вам так кажется, что это выбор. Ведь это в позиции семерка чаш нам очень красноречиво показывает человек, что он как будто выбирает. А карта, что важно знать, выбора как будто нет. Хочешь или нет, а пройти вот этой узкой, как по узкой жердочке, или как какая-то заданная траектория, которая не совсем комфортна, мои дорогие стрельцы, а другой как будто нет. Мы можем думать, что мы выбираем, а на самом деле мы можем упустить какой-то удачный момент. Причем сделать придется так, вы можете себя останавливать с учетом пажа мечей, потому что мы так не балансируем каждый день. А вот здесь на
кону будет стоять какой-то вопрос, который вас будет именно останавливать своей неопределенностью или тем, что, ну, к примеру, я так никогда не делала, или я так никогда не поступал, или какое-то предприятие рискованно. Ну, значит, нужно себя перепроверять. Но как будто и выбора-то нет. По семерке чаш это сама по себе энергетика карты прокрастинации, когда мы не можем что-то начать. Мы до бесконечности что-то думаем, думаем и думаем, ну завтра, ну может быть ситуация как-то разберется сама. А вот видите, тут нет, тут какой-то вопрос именно вам, мои дорогие стрельцы, нужно решить. И больше, кроме вас, этот, ну или как гештальт назовите, или какую-то проблему, кроме вас, никто не сможет решить. Или с чем-то определиться, может быть, это лично вас касается. Вот смотрите, что вам помогает десятка чаш. Семья буквально. Карта благополучия, карта счастья. Когда все под контролем. Когда внутреннее, душевное состояние эмпатии. Когда вообще много приятностей. Очень не вяжется с картой паш мечей. Но значит, может быть для кого-то, мои дорогие стрельцы, когда я вроде бы и расслабился, или мне кажется, я сейчас все контролирую. И приходит какая-то новость, когда вам придется решать тот или иной вопрос. Будьте внимательны, правда. А по десятке чаш это могут быть те вопросы, которые связаны, может быть, с вашими родственниками. Может быть, это ваш вопрос, а родственники будут помогать. Или ваш любимый человек вам может помогать. Есть те, на кого мы можем опереться. Но, в принципе, настроение и деньги будут, и дом полная чаша. И это все то, что помогает. Самый главный смысл по десятке чаш – это такое благополучие, которое в квадрате. Когда мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Это наша сильная позиция. И есть те люди, которые нас любят, которые разделяют как раз то, что мы планируем совершить. Давайте посмотрим, а что же скрыто. Здесь не понадеяться на авось, это на самом деле. Это первое. И второй момент. Может быть, это основной даже момент, мои дорогие стрельцы. Это карта, знаете, какого-то восторга или восторженности, или радости, или вот когда через край, да, у нас все хорошо, ведь десятка чаш вам выпала, и именно в позиции, что вам помогает. Все ведь хорошо, все благополучно, в целом, по крайней мере. И, может быть, вам кажется, что, эх, мне сейчас море по колено, оставьте море. Нам говорят, будь реалистом. И, значит, не должно быть чего-то чересчур. Чересчур даже хорошие эмоции не всегда нам во благо, потому что мы можем замечтаться. Или мы можем быть слишком самонадеянны, а в этот момент нам нужно что-то просчитать. Не случайно в этой карте, смотрите, паш чаш. Это может быть и как предложение, действительно. Знание силы, я сказала. Или когда мы ищем правду, и мы ее находим. А у нас тут Хрюша с крыльями изображена. Молодой человек, он где-то там далеко парит в мыслях. И он представляет себе все самое невероятное, чего в жизни быть не может. Вот как эта Хрюша, она, понятно, не летает. То есть мы где-то оторваны от реальной жизни. Вот это скрыто. Это не от нас что-то скрывают, а это мы можем просто сами замечтаться. А нужно на этой неделе быть реалистом. Дела, работа, бизнес, деньги конкретно. По шестерке пентаклей есть возможность закрыть кредит или открыть кредит. Или вопросы по вашей недвижимости. Может быть, у кого-то с ремонтом банально связано, правда? Когда ну, через деньги будут какие-то договоренности. Или по шестерке пентаклей есть такое значение, когда, знаете, пространство нам помогает. Как ангелы помогают, высшие силы помогают. Удачное время для себя именно что-то ваше личное, какая-то задумка, вверху карта отшельника, когда вы можете это осуществить. Может быть, это и на бытовом уровне, как я сказала, у кого-то ремонт, или когда вы, мои дорогие стрельцы, к примеру, вы задумаетесь, если, хотя ни одна карта об этом не говорит, но тем не менее, если было какое-то недомогание, вы по отшельнику как раз можете решить, к примеру, съезжу-ка я в санаторий, там пройду обследование и отдохну, и узнаю о себе что-то более конкретно, анализы сдам, вот, к примеру, даже так. И тогда это проиграется, как вы действительно куда-то уезжаете, обособляетесь от того
социума, где вы привычно находитесь и занимаетесь просто собой. Вот эта концепция, она просто проигрываться будет по-разному. Но ваша задумка отшельник – это у нас философ. Это тот, к которому обращаются, он решает сложные вопросы. И к вам могут тоже, мои дорогие, обращаться ваши близкие. И кто-то к вам, например, это у кого-то такой вариант может проигрываться, может обратиться, чтобы дай мне денег или одолжи денег. Но шестерка пентаклей, она никогда не говорит, что мы кому-то даем в долг. Вот если вы будете сами решать финансовый вопрос, тогда для вас с плюсом. Вы найдете такого человека, даже если у вас сейчас финансовая патовая ситуация. Вот к вам придут на помощь. Но больше эта карта говорит, что это мы принимаем, кумулируем, но не распыляем, не растрачиваем деньги. Вот этот момент примите во внимание. Что же финансы? А здесь прям по карте Иерофант. Вот смотрите, как путь наверх. У кого-то это может быть как новые источники дохода, новые способы заработка. У кого-то вы делаете карьеру и буквально в рост карьера. Может быть, когда вас заинтересует кого-то из вас, знаете, надо, вот вы можете так думать, мне нужно что-то изучить все-таки по карте Иерофант, идет как и учеба наша, так и вы можете выступать, вот как этот отшельник, философ, к которому обращаются за советом, за помощью. И так тоже может проиграться. К вам могут обращаться близкие люди, может быть и друзья, но карта Иерофант, она говорит, что с деньгами как раз порядок. Иерофант нищий не бывает. Но как-то продуманно вам действовать в отношении финансов. Финансы есть, финансы будут. Причем и еще и решить какие-то финансовые вопросы более чем успешно вы на этой неделе можете. Но все же быть реалистом. Может быть, это по части денег вам как раз и нужно вот так аккуратно решить какой-то вопрос. Не поторопиться и кому-то что-то не пообещать. Ну, буквально, может быть, не согласиться на какие-то условия и взять на себя обязательства, а просчитать перед этим. Очень рационально принимать решения. Хотя энергетика этой как раз недели, она благоприятствует для решения любых вопросов. И в личной жизни четверка пентаклей может говорить все то, что я только что сказала. Вопросы финансов внутри вашей семьи или ваших родственников. Но если мы в целом говорим на личную жизнь, вряд ли тут будут какие-то изменения на этой неделе. Это карта жадина, я ее так называю. Вот посмотрите, девушка у нас изображена. Сумочку так к груди прижала. Это, кстати, по части, как я сказала, шестерка пентаклей. Деньги не распыляем. Вот так прижала, никому ничего не дам. То есть какой-то расчет материальный вам придется делать, мои дорогие стрельцы. В целом же, если мы говорим про чувства, десятка чаш нам как раз сказала о том, что есть эмпатия, есть радость, есть любовь, есть взаимопонимание. Но что это как-то кардинально будет меняться, нам об этом карта не говорит. Как раз больше сохраняй все то, что ты имеешь, говорит нам карта. И сама по себе неделя спокойная, четверка пентаклей, нет каких-то глобальных таких переворотов или изменений. Или даже если какие-то новости приходят, все же паш мечей, то тогда у вас, мои дорогие стрельцы, достаточно сильная позиция. Перекладывайте на себя. У кого-то, кстати, иерофант может быть смена статуса через деньги, через доход. Или наоборот, вы меняете статус, может быть, вы решите сделать карьеру, что, соответственно, увеличивает доход тоже. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.